Изолента Лайф. Игорь уже с нами. Да, Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, мы как раз тут начали уже обсуждать знаменательное решение, потому что все-таки сходимся на том, что сегодня знаменательный день по поводу принятого решения, озвученного решения о продаже газа за рубли. Расскажите нам, пожалуйста, что как вы его оцениваете вообще? Да, насколько оно эффектно, красиво, реалистично? Ваша точка зрения во всех смыслах. Да. Действительно, решение, безусловно, эффектно. И во многом оно носит действительно такой некий символический характер, потому что ценообразование, как Владимир Путин сказал, останется прежним. То есть в этом плане контракты меняться не будут. И по большому счету цена, это не приведет к изменению цены. Это приведет именно к изменению валюты при расчетах. И в этом плане это символично. То есть если вы готовы, в общем-то, торговать с нами в рублях, значит, вы признаете, что у вас есть зависимость, в том числе от российского газа, и в этом плане никуда не деться, и нам надо как-то выстраивать отношения. Плюс к тому это, конечно, укрепит сам российский рубль, потому что нужно будет иностранным компаниям приходить на валютную биржу в Россию и покупать тут рубли. То есть всегда будет гарантия, что достаточная масса валюты, которую можно будет компаниям-импортерам российским, например, купить, и потом на эту валюту приобретать какие-то товары в той же самой Европе. Хотя, с другой стороны, еще посмотрим, как будет выстроена, в принципе, сама торговля, потому что Владимир Путин сказал, что доверия к евро и к доллару, в общем-то, нет, поэтому не исключено, что схема будет даже более сложная. Если к этим валютам доверия нет, то, может быть, придется иностранным компаниям покупать, не знаю, например, какой-нибудь юань, а потом уже юань продавать на российской валютной бирже, менять его на рубли. То есть, может быть, мы вообще попытаемся как-то сократить обращение как таковое во внешней торговле валют, которые продемонстрировали себя ненадежно. Может быть, в этом еще есть определенная идея. И плюс к тому, для европейцев стоит вопрос. Вот вы теперь должны будете покупать в России рубли. Продать их могут, например, банки, а вы эти банки сами завели под санкции, поэтому давайте, пожалуйста, чтобы вам самим удобно было с ними взаимодействовать, выводите из-под санкций. И в том числе Центральный банк, потому что такую большую массу рублей, конечно, удобнее всего покупать у Центрального банка. Он производит эмиссию. И в этом плане, опять же, стоит вопрос. Вы сами завели его под санкции, вы арестовали наши золотовалютные резервы. Владимир Путин неоднократно об этом говорил, что, по сути, их украли. И, пожалуйста, пожинайте плоды того, что теперь вам самим сложно будет найти рубли в достаточном объеме, чтобы оплатить поставку газа. И в этом плане это определенный такой сигнал к тому, что хотите, чтобы нормально все работало и вам самим было удобно. Так отменяйте свои санкции и нормально тогда взаимодействуйте. То есть, и вы думаете, какой будет следующий шаг с той стороны? Это разблокировка этих резервов, ЦБ, или отмена части санкций против банков? Вы как думаете, какой будет следующий шаг, реакция какая будет? Сейчас, конечно, компаниям иностранным надо все это переварить, и руководству Евросоюза все это переварить, потому что первые заявления, которые мы видели, что они, конечно, находятся в шоке и оценивают, в общем-то, данные изменения, потому что сейчас все контракты нужно будет со всеми компаниями-покупателями российского газа подписать дополнительные соглашения, потому что в старых контрактах написано, что расчеты производятся в валюте, в долларах и в евро. Теперь нужно подписать доп. Соглашение, которое внесут вот это изменение, что в качестве валюты будет использоваться рубль, система расчета. И дальше посмотрим, в общем-то, кто пойдет на это, а кто не пойдет. Для того, чтобы, можно сказать, сделать такой шаг, на самом деле хороший довольно момент для России, потому что европейцы сейчас выходят как раз из отопительного сезона с опустошенными подземными хранилищами, и им явно отказываться хотя бы даже от части российского газа будет очень-очень тяжело. Наоборот, надо покупать гораздо больше газа для того, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Потому что сейчас без газа даже нормальной электроэнергии в достаточном объеме не выработаешь, не говоря уже о том, чтобы спасти его к отопительному сезону, к зиме.
Поэтому в этом плане Европе, ну, не то чтобы деваться некуда, но крайне-крайне сложно отказаться от такого, скажем так, предложения. Заманчивое предложение, от которого, да, отказаться невозможно. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы говорите слово «они должны будут», но вот наш предыдущий гость обратил внимание на то, что все-таки договор поставок – это двусторонняя история, там есть условия, их надо пересматривать, и Россия в одностороннем порядке не может сказать, что просто вот теперь рублями платите, а завтра, там, не знаю, куриными яйцами. Все-таки они должны на это согласиться. А если они не согласятся и займут принципиальную позицию, то России тоже придется как-то с этим жить и идти на компромисс, нет? Ну, действительно, вы правы, конечно, это двухстороннее соглашение, но я говорю о том, что та риторика, которая была озвучена сегодня на заседании президента на совещании с правительством, она была довольно ультимативная. То есть Владимир Путин, как бы, по сути, делает некий такой ультиматум, что либо мы торгуем в рублях, либо мы не продаем вам газ. То есть примерно такой ультиматум, получается, российское руководство выставляет Европе. Вот. И в этом плане явно, что вот выбор-то невелик. То есть либо вы подписываете это доп. Соглашение, и мы переходим в расчетах на рубль, либо мы прекращаем вам как бы отгрузку газа, потому что вы не даете нам ту валюту, которую мы хотим, то есть рубли. Вот. На самом деле для европейских компаний, если мы не берем именно руководство политическое, там, Евросоюза и так далее, для компаний по большому счету это особо ничего не изменится. Вот что они евро отдавали, например, «Газпрому», а «Газпром» продает сейчас 80% от валютной выручки на внутреннем валютном рынке, что вместо «Газпрома» на этот же валютный рынок придут европейские компании и там продадут те же самые евро, только 100% получается стоимости газа, вот они в виде евро продадут на внутреннем рынке, получат рубли, тут же отдадут его «Газпрому», то есть буквально на одну операцию больше. То есть для них, для компаний, экономических субъектов, это не прям-таки какая-то большая проблема. Другой вопрос, что европейское руководство, политики, они понимают, что это именно политический жест, что это довольно сильный символический некий шаг, что перезаключая этот контракт, то есть подписывая доп. Соглашение о расчетах в рублях, ты признаешь свою зависимость от России. Вот, то есть тебе как бы навязали это решение. И в этом плане, да, не факт, что все на это согласятся, не факт, что сейчас не будет какого-то активного противодействия. И ОМФАО, например, австрийская газовая компания, заявила, что пока они исходят из того контракта, который есть, и кроме чем евро ничем расплачиваться не могут. Поэтому, да, действительно, это все связано с изменениями в контракт, да, и это не просто навязывание, а надо, чтобы они утвердили эти изменения. Да, но в любом случае, вот мне представляется, я тоже уже рассказал, повторю вам тоже, мне представляется, что это, в общем, довольно эффектное решение. В любом случае, переговоры-то по этому вопросу будут, и они при любом раскладе выгодны нам. Ну, то есть, да, это либо лучшее, как политическая история. Такой, получается, выбор между лучшим и хорошим. Ну, то есть, в любом случае, он какой-то на пользу пойдет. В любом случае, да, либо он наших западных партнеров подвинет к каким-то изменениям, да, и откату от санкций, либо, собственно, они согласятся на тот вариант, который предложил руководство страны, и он тоже, мягко говоря, неплох. Ну, то есть, это я вешу или кто висит? Не знаю, я на месте, Игорь тоже вроде на месте. Никто не висит. Игорь подвисает, да, чуть-чуть, есть такое. Ну, то есть вы, в принципе, думаете, что вот с чисто экономической точки зрения это может сработать, да, и кроме, идеологии или вот каких-то политических, в принципе, с точки зрения экономики ничего не мешает этим компаниям перейти на такую схему и оплачивать нам рублями. Ну, в целом, да, то есть переход на рубли не означает не формулу ценообразования. То есть она как определялась в долларах, так она и будет определяться. И в этом плане стоимость в долларовом выражении газа, она не поменяется. То есть она как определялась за счет спотового рынка, там в Европе, например, и даже контракты «Газпрома», они как привязаны к спотовому ценообразованию, так и остается все. И даже Владимир Путин сейчас сказал, что вот эту часть мы не трогаем, вот, а именно единицу расчета мы меняем. Вот. В какой степени это, конечно, повышение ставок вот в неком таком диалоге, в общем-то, с Европой, противостояние с таким коллективным, это идет все в рамках подготовки к некому такому большому соглашению, потому что, например, и с украинской делегацией, наша делегация, когда общается сейчас
и те посылают сигнал, что они постепенно приближаются вроде как к некому какому-то документу. И здесь можно его расценивать не как документ России и Украины, а как некий документ взаимодействия России и в целом Запада. И вот как приближаясь к некому подписанию, к некому компромиссу, логично повысить ставку, чтобы вот в финале как бы немножко дожать там оппонентам. Может быть, это как раз можно расценить как некое повышение ставки и вот в рамках вот этого договора, некого соглашения, которое приближается вроде как еще и по Украине. А в целом, в какой-то перспективе, то есть это можно считать началом пути вот к этой долларизации, о которой все время говорится, да? То есть это может стать таким спусковым моментом? Ну, это может быть дополнительным неким фактором, почему надо держать яйца все-таки в разных корзинах. Ну и Россия, конечно, будет ускоренно, наверное, идти к отказу, по крайней мере, в процессе накопления там, золотовалютных резервов, вычеркивать доллары и евро, потому что вот, пожалуйста, у нас были золотовалютные резервы в этих валютах, и теперь они заморожены, и вот Владимир Путин говорил, что там, вот у нас их украли. Вот практика такова. Вот, соответственно, надо будет раскладываться в юане, в какие-то еще валюты, там больше, может быть, и с Индией взаимодействовать, и их валюту иметь, ну или копить деньги там, не знаю, в золотых слитках и так далее. Вот, поэтому, конечно, со стороны России в современной реалии никакого доверия к доллару, американским облигациям, там, евро в качестве системы накопления, естественно, нет, потому что вот их уже арестовали. Но они сами устроили этот дефолт по своим бумагам. Другие страны смотрят на это и тоже понимают, что тот же самый Китай, один из крупнейших, и, по-моему, крупнейший держатель американских ценных бумаг, там больше $1 триллиона у него, и он тоже понимает, что в американских внешнеполитических документах он с Россией, с Ираном и там Северной Кореей через запятую написан в качестве угроз стратегических для Соединенных Штатов. И он понимает, что вот, пожалуйста, пример. Сейчас у России отобрали все ее запасы, а, соответственно, дальше до Китая доберутся. И в этом плане, да, действительно, определенные тектонические сдвиги происходят в мировой финансовой системе. Но, опять же, говорить, что сегодня-завтра там все откажутся от доллара, тоже неправильно. То есть какая дифференциация происходит, некий такой многополярный мир в финансовой системе возникает. Но это довольно долгий процесс. Да, спасибо. Лед тронулся, как говорится. Ну, в общем, да. Заседателя. Лед тронулся. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое, Игорь.